Создатели боевого континента полным ходом рекламируют вторую часть. Вышло еще 2 новых трейлера, в которых изображены родители главного героя, Хо Юйхао. И это правильно, нужно постепенно подготавливать почву для нового аниме, потому что по сути нам мало что известно о главном герое и предстоящих событиях. Сначала мы знакомимся с Дайхао, герцогом Белого Тигра. Личность Дайхао непроста, он не только потомок Даймубая 1000 лет спустя, но и биологический отец Хо Юйхао, героя боевого континента 2. Получается, создатели зашли немного со стороны, они показали отца и мать главного героя, но не его самого. Хотя роль Дайхао во второй части не слишком велика, но как отец главного героя он очень важный персонаж. Мама Хо Юйхао простая служанка по имени Хо Юнер, которая трудилась в особняке герцога. В трейлере мы видим, что она была очень красивой и милой девушкой. Ее мягкие черты лица чем-то напоминают Нинранрон. Помимо красоты, она также была трудолюбивой и ответственной. Поэтому неудивительно, что герцог Дайхао влюбился в нее. Дайхао очень важный человек. Судя по его дому и одежде, он занимает высокое положение в Звездной Империи. Носит как духовный титул Белого Тигра, так и титул герцога. И относится к высшей аристократии Звездной Империи. Кроме того, он является главнокомандующим западных войск. Дайхао полюбил Хо Юнер, и у них родился сын, которого назвали Хо Юйхао. У некоторых может возникнуть вопрос, почему же у него не фамилия отца, Дай? Все просто, он взял фамилию своей матери, Хо Юнер. Получается, Хо Юйхао родился как сын герцога клана Белого Тигра и его служанки. Но не все так радужно. Дело в том, что вскоре после того, как Хо Юнер забеременела, император Звездной Империи приказал Дайхао привести армию к границе, чтобы сражаться против Империи Солнца и Луны. Эта поездка длилась более 10 лет, потому что ему нужно было охранять землю и защищать границу. А во время его отсутствия, жена Дайхао, герцогиня, начала преследовать Хо Юнер и не позволила Хо Юйхао называться фамилией Дай. После отъезда герцога на войну, герцогиня взяла на себя бразды правления поместьем. И будучи очень ревнивой, она видела в Хо Юйхао угрозы для своих детей, поэтому заперла его и его мать в лачуге, сочиняя историю о том, что она заразилась инфекционным заболеванием. Там были очень плохие условия. Это плюс недоедание привело к тому, что мать Хо Юйхао, у которой уже было слабое здоровье, заболела и умерла, когда Хо Юйхао было 10 лет. Он поклялся стать великим духовным мастером и отомстить. Еще живя в поместье, Хо Юйхао видел, как герцогиня постоянно издевается над его матерью, а его отец до сих пор не возвращался. Поэтому он чувствовал себя обиженным, и из-за этого он решительно отказывался, чтобы его звали Дай, и взял фамилию матери. Оказывается, очень нелегкая судьба главного героя второй части, чем-то даже похожа на историю Тансана, который вырос без матери, только с отцом. Но когда он узнал, что его мать погибла из-за духовного храма, Тансан также поклялся отомстить. Начинается боевой континент 2 довольно трагично. Согласно оригинальной книге, события начались со смерти матери Хо Юйхао. После этого он покинул свой дом, особняк герцога, и больше никогда не возвращался в этот дом. Интересно, что впоследствии Тансан, будучи богом в божественном царстве, воскресил Хо Юнер, маму Хо Юйхао. Но причина этого была немного другой, а именно у Тансана были личные мотивы для этого. Немного позже мы об этом узнаем подробнее. Стоит также упомянуть визуальную составляющую нового боевого континента. Если судить по трейлеру, то качество графики и анимации просто невероятное. Например, модель Дайхао настолько хорошо проработана, что его внешний вид полностью превосходит многих персонажей первой части. Да что там говорить, он сделан намного качественнее, чем сам Даймубай. Все настолько детально, настолько реалистично. Это как будто совершенно другой уровень 3D анимации. Все движения персонажей такие плавные и реалистичные, что кажется, будто это не мультфильм. Если все аниме и правда будет таким же, как показано в трейлере, то это будет настоящий восторг. Хотя бы ради такой крутой картинки стоит его заценить. Боевой континент 2 на самом деле может стать достойным преемником первой части. А что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.